Привет, друзья! Я решила открыть на своем канале новую рубрику «Немножко обо всем», где хочу поделиться с вами своими мыслями и опытом в разных сферах жизни, тем, что меня волнует, что интересно, и, надеюсь, будет интересно и вам. Сегодня я хочу поговорить с вами о финансовом мошенничестве, рассказать ситуацию, которая произошла с моим мужем. Звонок на мобильный телефон якобы от Сбербанка с московского номера. Обращаются по имени-отчеству. Говорят, что поступила заявка на смену телефонного номера, то есть номера, который привязан к банковскому счету, на который приходит СМС-уведомление о подтверждении банковских операций. Спрашивают, вы оставляли такую заявку? Муж отвечает нет. Далее говорят, что также была попытка перевода определенной суммы денег с его лицевого счета в пользу некой гражданки Н. Опять спрашивают, подтверждает ли он операцию. Муж снова отвечает нет. Констатирует факт, что значит была попытка мошеннических действий. Просит его вспомнить, не терял ли он банковские карты, все ли карты на месте. То есть пытается всячески усыпить бдительность человека, чтобы он клюнул на удочку и поверил, что звонят из банка. Если честно, мы уже с первых секунд поняли, что это мошенники. Аналогичный звонок уже был какое-то время назад. Тогда мы не стали разговаривать, положили трубку. В этот раз стало интересно, как же все-таки мошенники разводят людей. Мы решили послушать, что же они скажут дальше. Спросили, знаем ли мы, что такое единый лицевой счет. Подробно рассказали, что это такое. То есть всячески усыпляют бдительность и втираются в доверие. После чего говорят, что наш с ними разговор является конфиденциальным и чтобы мы о нем никому никогда не сообщали. Спросили, знаем ли мы, что такое политика конфиденциальности, и начинают рассказывать про конфиденциальность. В общем, слушать всю эту ахинею уже надоело, и мы решили прекратить разговор и положили трубку. И что вы думаете? Буквально через секунду перезванивает тот же человек, но уже с другого московского номера. И с претензией высказывает, почему вы оборвали связь с банком? Вы знаете, что существует уголовная ответственность. То есть в ход пошло запугивание. Но совсем, что людей за лохов держат. Уголовная ответственность за прерывание телефонного разговора с банком. В общем, дальше мы с ним разговаривать не стали, положили трубку. Тут же был третий звонок, опять с нового московского номера. Но отвечать на него мы уже не стали, поскольку весь этот фарс уже изрядно надоел. Друзья, будьте бдительны, никогда не ведитесь на телефонных мошенников и очень аккуратно относитесь к телефонным звонкам якобы из банка. Никогда не сообщайте свои персональные данные, данные паспорта, номера банковских карт, пин-коды. CVV и CVC-коды – это 3 волшебные циферки с обратной стороны карты, с помощью которых можно совершать платежи в интернете. Также никогда не сообщайте кодовые слова, срок действия карты и коды из СМС. Настоящий банк никогда такие данные запрашивать не будет, только мошенники. Я уточняла у банка, номер телефона, привязанный к банковскому счету, нельзя поменять дистанционно. Это можно сделать только лично в отделении банка при предъявлении паспорта. Прекратите телефонный разговор с мошенниками и в случае сомнений сами перезвоните в банк по официальному номеру и расскажите о ситуации. Так вы убережете свои денежные средства и нервы. Также никогда не сообщайте свои пароли от аккаунта на госуслугах, потому что такой вид мошенничества тоже существует. Звонят, говорят, что якобы ваш аккаунт на госуслугах заблокирован. Они могут помочь разблокировать. Для этого им нужен пароль и код из СМС, если у вас двухэтапная аутентификация. Единственное, в чем они могут помочь, это набрать микрокредитов на ваше имя, если вы им эти данные предоставите. Очень рекомендую включить на госуслугах двухэтапную аутентификацию через СМС-уведомление, чтобы в ваш аккаунт нельзя было войти без подтверждения через СМС. Популярный вид мошенничества в последнее время также, когда звонят, представляются службы безопасности банка, сообщают о попытках взломать ваш банковский счет и предлагают перевести деньги на другой безопасный счет. На мой взгляд, сразу очевидно, что это мошенничество, но ведь некоторые люди на это ведутся и теряют деньги. Может, они пользуются гипнозом, эти мошенники? Лучше такие разговоры сразу прерывать и самому позвонить в банк по официальному номеру, уточнить ситуацию. Какое-то время назад была популярна мошенническая схема, когда звонили по телефону, говорили, что родственник попал в аварию, нужны деньги, чтобы избежать неприятностей. Причем имя не называют, ждут, когда человек на другом конце провода сам скажет имя. Один мой родственник однажды, еще давно, попался на такую схему. Позвонили якобы зять, человек пожилой, пенсионер. Растерялся, зятю даже не перезвонил. Отдал мошенникам все накопления, которые были у него дома. В последнее время такая схема применяется редко, поскольку многие они знают, но не так давно моей маме тоже позвонили такие мошенники. Но она уже была в курсе событий, поэтому вежливо послала их пойти прогуляться и подышать свежим воздухом. Друзья, надеюсь, эта информация была вам полезна и, возможно, кого-то убережет от неприятностей. Друзья, напишите, понравилась ли вам новая рубрика и какие темы вам интересны. С вами была Мила. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о выходе новых видео. А я всех благодарю за просмотр, всем желаю здоровья и удачи, до новых встреч!